Здравствуйте, дорогие любители вязания! В поисках интересного и несложного узора я наткнулась вот на такую модель. Это модель из журнала Аника Изестрейк за 2007 год. Посмотрите, джемпер связан очень интересным узором. И узор этот до того легкий, и он смотрится так эффектно, что мне очень-очень понравился. И я просто хочу вот вам его показать, как его вязать. Смотрите, узор двусторонний. На изнанке он тоже смотрится шикарно. Это значит, что мы можем таким узором вязать шарфы, палантины. Давайте мы свяжем этот узор. Раппорт узора составляет 21 петлю плюс 1 петля для симметрии узора. Мы с вами свяжем 2 раппорта. Я вот здесь тоже связала 2 раппорта, и можно было бы показать на продолжении узора, но первые 2 ряда у нас в раппорт не входят, нужно их показать отдельно. И еще я в образце после кромочных петель провязала изнаночную петлю, вот дорожка из изнаночных петель в начале, и перед последней кромочной тоже я провязала изнаночную петлю, чтобы вот эта дорожка из патентных петель выглядела красиво, выпукло. Итак, давайте начнем. Набираем на спицы 45 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Мы с вами свяжем 2 раппорта. Смотрим на схему. Первый изнаночный ряд не лицевой, он изнаночный. Схема из журнала, и все петли мы провязываем, читая схему первого ряда, слева направо. Провязываем 2 лицевые, 18 изнаночных. Далее смотрим на схему, пустая клетка. Эта клетка обозначает, что нет петли. Не обращаем на нее внимания. Вяжем дальше 2 лицевые. Вот, мы провязали 1 раппорт. Сразу вяжем второй раппорт. Первое условное обозначение — это петля для симметрии узора. Мы ее не провязываем, а начинаем вязать сразу со второй. 1 лицевая, 18 изнаночных. Пропускаем пустую клеточку и провязываем 2 лицевых. Из провязывания первого ряда вы увидели, что последняя петля для симметрии узора, она последняя будет в лицевых рядах, в изнаночных рядах она первая. Второй лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем полупатентную петлю или петлю в прокол на ряд ниже. Вот вводим правую спицу в петлю на ряд ниже и получаем вот такую вот красивую крупную лицевую петлю. Далее будет 1 изнаночная. Делаем накид. 8 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 8 лицевых. Делаем накид, 1 изнаночная. 1 раппорт закончили и второй раппорт провязываем. Петля в прокол на ряд ниже.
полупатентная, 1 изнаночная, делаем накид, 8 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, влево, я прошу прощения, 8 лицевых, 'Делаем накид, изнаночная петля и петля для симметрии узора, полупатентная петля в конце ряда. Мы провязали 2 ряда, которые не входят в раппорт узора. Первые 2 ряда. И сейчас начинаем вязать узор. 3 лицевой ряд. 2 лицевые, 8 изнаночных. Две вместе провязываем изнаночной. 9 изнаночных. Далее пропускаем пустую клеточку, вяжем 2 лицевые, закончили, это один раппорт, и повторяем следующий раппорт. 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной, 9 изнаночных. Пропускаем пустую клеточку, 2 лицевых у нас будет в конце ряда. Четвертый лицевой ряд, полупатентная петля в прокол на ряд ниже. Далее будет 1 изнаночная, делаем накид, 8 изнаночных. Далее 2 вместе провязываем изнаночной. Я вяжу бабушкиными петлями, мне нужно развернуть вот эти 2 петельки изнаночные и провязать их так вот, 2 вместе изнаночные. Дальше будет 8 изнаночных. Делаем накид, 1 изнаночная, 1 раппорт и второй раппорт. Петля в прокол на ряд ниже, 1 изнаночная, накид, 8 изнаночных. Далее 2 вместе провязываем изнаночной петлей, 8 изнаночных. Далее делаем накид, 1 изнаночная и полупатентная петля в прокол на ряд ниже. Пятый ряд. 2 лицевые, 1 изнаночная, 7 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Мне нужно петельки развернуть. Кто вяжет классикой, петли разворачивать не надо. 8 лицевых. 1 изнаночная, пропускаем клеточку, 2 лицевых. Закончили один раппорт и повторяем следующий. Лицевая, изнаночная, 7 лицевых,
2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 8 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых. 6-й лицевой ряд. Сразу после кромочной полупатентная петля, изнаночная петля, накид, 8 лицевых. Две вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Петлю снимаем, провязываем лицевую, протягиваем через снятую. 8 лицевых. Делаем накид, 1 изнаночная. И повторяем раппорт. Полупатентная петля, в прокол на ряд ниже, 1 изнаночная. Делаем накид, 8 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону, 8 лицевых. Делаем накид, изнаночная петля и полупатентная петля в прокол на ряд ниже. Я перенесла вязание на длинную спицу, чтобы вы увидели. И это весь узор. Дальше будем вязать, повторяя узор с 3 по 6 ряд. И вот повторяя эти 4 ряда, мы получим вот такой замечательный узор. Смотрите, как он красиво смотрится. Как наклон вправо и влево дает цветовые оттенки. Такой вот теневой узор получается. Как будто разными оттенками пряжи связан. Ставьте лайки, если вам понравился такой узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!